Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні печу дуже смачні рогалики на незвичайному дріжджовому тісті швидкого приготування. Оригінальна назва цієї випічки – братиславський рожок. Перед вами все те продукты, которые понадобятся, а точное их количество, как всегда, укажу в рецепте. Найдете его под видео в описании. Не пугайтесь, что их так много, на самом деле все они доступные. Рогалики готовятся очень просто, а получаются очень вкусные. Итак, это продукты для теста, оно дрожжевое и, я бы сказала, необычное. А это для начинки. Для нее понадобится мак, уже подготовленный, сваренный и перетертый. Кто уже давно на моем канале, знаете, как я его готовлю, замораживаю, и он всегда есть под рукой. Ссылочку на его приготовление я оставлю в описании над рецептом. Ореховая крошка, здесь средняя и мелкая. Повидло, молоко, сахар, и здесь же ванильный. И буду добавлять белки. В начинке я сделала кое-какие изменения, и более подробно о продуктах расскажу во время ее приготовления. И еще желтки, они понадобятся для смазывания рогаликов. Я взяла 2. Хотя в рецепте указан 1, но одного получается маловато. В первую очередь к маку добавлю молоко. Он у меня еще не полностью растаял, но после разморозки остается таким же сухим, как и до замораживания. Выливаю молоко, хорошо перемешиваю. Пусть мак постоит и немного его в себя впитает. По рецепту надо взять в одинаковых количествах ореховую крошку, мак, сахар и молоко. Все по 120 граммов. Но я молока взяла в 2 раза меньше, потому что добавляю белки. В рецепте они не учтены, нужны только желтки для смазывания. И чтобы они не оставались, я их добавлю в начинку. Все, пока мак отставляю, буду готовить тесто. К теплому молоку температура до 30 градусов. Добавляю дрожжи, а все остальные продукты, как для теста, так и для начинки, должны быть комнатной температуры. Высыпаю сюда весь сахар по рецепту, его всего 1 столовая ложка. И все это хорошо перемешиваю до растворения сахара. Пока отставляю, пусть дрожжи проснутся, а я подготовлю остальные продукты. Муку я уже просеяла. Натираю сюда масло или маргарин, на чем вы будете готовить. В рецепте указан маргарин. Обваливаю муки и натираю на крупной терке. Я сказала, что все продукты должны быть комнатной температуры, но кроме масла. Берите его охлажденное, не надо замораживать, просто охлажденное, чтобы удобно было натирать. Перемешиваю натертое, чтобы не комковалось. И натираю дальше. Скребком все это измельчаю до однородной крошки. Если нет скребка, можете перемешать рукой. Сюда же добавляю пару щепоток соли, пакетик ванильного сахара и сметану жирностью от 15%. Все это немного перемешиваю и выливаю молоко с дрожжами и столовой ложкой сахара. Замешиваю тесто. Учитывая качество своей муки, замешиваю на Днепромлын. Молока взяла меньше, чем указано в рецепте, чтобы не добавлять муку и не забивать тесто. Написано, что оно должно быть средней консистенции, а на тех пропорциях, которые указаны, тесто получается очень-очень мягкое и липкое. Просто невозможно с ним работать. Поэтому количество молока я уменьшила. Замешиваю руками, поднимаю все с донышка, зачищаю миску. Так, все, миска чистая, но тесто еще липкое, поэтому подпыляю стол мукой, тесто сверху тоже, и немного его еще помешу. Не спешу сразу вмешивать всю ту муку, которую насыпала, добавляю небольшими порциями. И если чувствую, что тесто липкое, подсыпаю еще. Вот оно уже стало немножко плотнее, вымесилось, можно сказать, до однородности, но остается слегка липким. Все, больше добавлять муки не надо его делать плотным. Делаю из него жгутик и делю на 2 части. Каждый кусочек подкатываю в шар,
Видно, что оно еще не совсем однородное. Я говорила, это тесто очень интересное, необычное, но получается вкусное. Подсыпаю коврик мукой, где оно будет лежать. И точно так же подкатываю второй кусочек. Немного еще подпыляю, чтобы оно не подсыхало. Накрываю еще сверху, и пусть оно полежит, пока я приготовлю начинку. По рецепту это тесто не должно подходить, только замесили и можно разделывать. Для начинки еще понадобится повидло. У меня домашнее яблочное. Так, высыпаю сюда ореховую крошку, сахар вместе с ванильным. В качестве ароматизатора я добавила ванильный сахар, но по рецепту указана корица. Учитывайте свои вкусы. 2 белка. Снова перемешиваю. Начинка должна получиться сочной, мягкой, но ни в коем случае не должна быть текучей. Вот так вот хорошо она держится на ложке. Добавляю сюда повидло. Вот теперь перемешиваю вилочкой, передавливая повидло. Можно было это сделать и сразу, а потом его добавить. Вот такая сочная начинка. Но если она у вас получилась очень влажной, возможно, вы плохо перетерли мак, и он не впитывает в себя влагу, добавьте хотя бы столовую ложку панировочных сухарей. Или, может быть, у вас есть какая-нибудь крошка, бисквитная, песочная. Тоже можно добавить, перемешать, и эта крошка потянет в себя всю влагу. Начинка готова, можно раскатывать тесто. Подпыляю коврик мукой, хорошо подпыляю. Тесто сверху тоже. Это прикрою. И раскатываю круглый пласт. Тесто очень пышное, воздушное. Вот раскатала его еще не полностью, не до того размера, что мне надо. Снова подпыляю сверху. Еще немного и коврик. Переворачиваю гладкой стороной вниз, чтобы рогалики сверху были красивые и гладкие. И продолжаю раскатывать. Раскатываю по всей площади в разных направлениях, чтобы толщина этого теста была кругом одинаковая, до 2-3 мм. Как только заметите, что где-то прихватилось тесто к коврику, подпылите мукой. Вот у меня прихватывается. Сделаю вот так вот. Разрезаю на 16 треугольников и посмотрите, как под скалкой выкладилось тесто, какое оно однородное. Раскладываю начинку. В этих рогаликах ее должно быть много. Набираю по чайной ложке, вот полная с горкой. Она прекрасно себя ведет, остается сочной, но не течет. А во время выпечки, благодаря белку, хорошо запекается и тоже не вытекает. Вся остается внутри. Этот рецепт я взяла из книги «500 видов домашнего печенья. Кондитерские изделия Венгрии». Там очень много разных рожков. Может быть, уже кто-нибудь и готовил по рецептам из этой книги. Пишите в комментариях, делитесь опытом. Если вам что-то понравилось, то приготовим вместе. Рогаликам, как и тесту, не надо подходить. Как только их сформирую, разложу на листики на расстоянии и сразу же смазываю разведенными желтками. Добавила к ним всего 3 чайные ложки воды. И по рецепту их надо смазать 2 раза, чтобы они были более румяные. В тесте очень мало сахара, всего столовая ложка, поэтому они плохо колируются. И вот сейчас уже включила духовку на разогрев, температура 190 градусов. Пока она нагреется, смазка подсохнет и буду выпекать. Так, смазываю повторно. И, как всегда, по рисунку, чтобы не заминать тесто. А пока они пекутся, разделываю следующее тесто. Снова подпыляю коврик. Тесто уже, смотрите, как подошло. Сразу придавайте ему правильную форму круглой лепешки. И вот сейчас, чтобы оно не шло брыжами, складочками по краям, раскатываю от середины к краешкам. Снова подпыляю сверху. И переворачиваю вот этой вот гладкой стороной вниз. Видите, какое здесь безобразие. Вот дайте ему немного полежать, клейковине расслабиться.
и снова раскатайте. Заметите, оно будет легче раскатываться и не так будет стягиваться. Все, раскатала до нужного размера. Я ориентируюсь по этой окружности на коврике. Можете их сделать более крупными. Разрезать этот круг не на 16 частей, а на 12. Я вот сделаю половину покрупнее, а половину такими же маленькими. Вы посмотрите и наглядно определитесь. Большие рогалики и начинки надо добавлять побольше. Смотрите, это тесто я сворачиваю очень свободно. Не так, как обычное дрожжевое. Этот хвостик не раскатываю скалкой, чтобы он был более длинный и чтобы побольше было завитушек на рогалике. Вот как лежит, так и закручиваю. Тесто очень нежное, не надо его вот так вот, знаете, катать туда-сюда. Просто свернули рогалики, все. Укладываю пока тоже так же, как и на листик, на хвостике, чтобы он не раскручивался. Вот как лежит тесто, закрыла начинку и завернула. Вот таким вот образом. Накрыла начинку, не закрываю ее даже по бокам. Все, и эти рогалики готовы. Рогалики испеклись, выпекались они 17 минут при температуре 190 градусов, средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. И посмотрите, как хорошо себя ведет начинка. Она не повытекала, по краешкам просто позапекалась, в середине остается сочная. Рогалики получаются очень вкусные. Вот так вот подпекается донышко. Мягкие, вот только-только из духовки, посмотрите, насколько мягкие. Немного остынут, разломаю и покажу, какие они внутри. Посмотрите, какая разница. Это вот крупные рогалики, а это маленькие. Какие вам больше нравятся, такие готовьте. Видно, что начинки много. Немного они остыли, уже не пекут в руки. Посмотрите, какие внутри. Тесто пышное, воздушное, очень мягкое и много-много начинки. Начинка сочная. Рогалики получаются не приторно-сладкие. И очень вкусные рогалики на этом тесте получаются с повидлом. Но это уже кто какую начинку любит. Только повидло берите густое, то, которое хорошо подходит для выпечки. Приготовьте яблочное повидло по моему рецепту. Сейчас на экране появится ссылка. И над рецептом в описании оставлю обязательно тоже. Я уверена, вы останетесь довольны. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимих такими вкусными домашніми рогаликами і приятного вам чаєпітія. Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Дякую, мені дуже приємно. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.